Сейчас мы наблюдаем множество банковских проблем, крахов, и они говорят, что это еще не конец. Это от Джейсона Косинса. Если ты еще не проверил, то это хэштег Goldfi. Смотри, детка. Да. По мере того, как падают костяшки домино, мы гадаем, какой банк следующий. Будут ли спасены вкладчики, даже если их счета превысят уровень страхования в ДКВСС? В каких банках применялись услуги ВБ Signature и Credit Suisse Bank? Золото – это ценная бумага, блеск. Это ключ к успеху. Вы можете посмотреть ссылку под моим видео. Я знаю, что многие люди так и поступают, и мне самому это безумно нравится. Джон Дитон вносит свой вклад в этот разговор. В оригинальном посте от необычных китов говорится, что банки среднего размера, как сообщается, просят в ДИК обеспечить все депозиты в течение 2 лет. Вот как они напуганы происходящим. Говорит Джон Дитон: держу пари, что от 2 до 300 банков обанкротятся, если не будет какой-то гарантии в ДИК, и этот кризис не имеет никакого отношения к криптографии. Я думаю, что это совершенно правильно во всех отношениях. Надвигаются неприятности, леди и джентльмены, это очевидно, и Брайан Брукс собирается рассказать нам точно, что здесь происходит. И это скоординированные усилия по сокрушению криптографии. Послушай. Я думаю, совершенно очевидно, что органы банковского регулирования в этой администрации приняли решение о том, что криптовалюта по своей сути является рискованной и должна быть выведена из банковской системы. Работа банковских регуляторов отличается высокой степенью координации. Когда я руководил АК, я еженедельно созванивался с председателем ВДИК и заместителем председателя ФРС по банковскому надзору. Мы общались каждую неделю в течение часа и обсуждали наши приоритеты на предстоящую неделю, как мы могли бы поддерживать друг друга, как наши действия повлияют на систему. Значит, все это вовсе не несчастные случаи. Я в этом совершенно уверен. По-моему, все предельно ясно. По-моему, это тоже предельно ясно. Джон Дитон говорит, что именно поэтому мы должны бороться с регулирующими органами в суде. Брайан Брукс был контролером валюты. Он курировал банки. Он уполномочил банки хранить цифровые активы. Сегодня правительство арестовывает банки, если они служат криптокомпаниями до тех пор, пока Конгресс не примет решение. Мы будем бороться в суде. Это совершенно правильно. Бывший технический директор Coinbase ставит $2 миллиона на рост курса биткоина до $1 миллиона за 90 дней на фоне банковских проблем. И здесь больше нечего читать, и это именно то, во что он верит. Так это то, что банковские проблемы, а также происходящие спады и обвалы могут абсолютно привести биткоин к параболическому состоянию. Я не знаю, прав ли этот джентльмен, но я скажу тебе, что, черт возьми, он знает о том, что произойдет в ближайшие 90 дней, чего не знают остальные из нас. Исполнительный директор Ripple говорит, что решение по XRP окажет незначительное влияние на глобальные бизнес-операции. Помните, Брэд Гарлингхаус сказал, что мы действуем так, как будто уже проиграли судебный процесс. Помните это? Да, именно так. А вот здесь прямо говорится, что Брукс и Уистл Ripple, управляющий директор Азиатско-Тихоокеанского центра в Северной Африке, заявили на аналогичном съезде, что на развитие криптобизнеса в самих США может оказать существенное влияние решение комиссии по ценным бумагам и биржам против Ripple. Но ты же знаешь, они действительно растут как сумасшедшие. И, честно говоря, я думаю, что прямо сейчас в Ripple открыто более 70 вакансий. Но все же взгляните на это. Теперь кто-нибудь может уловить иронию? Я знаю, что могу крикнуть. Я должно быть новичок в этом деле, лол. Установлено, что 186 банков подвержены такому же риску, как и Банк Силиконовой долины. Это первое, что говорит о том, насколько велика эта проблема. И посмотрите, кто только что разместил рекламу прямо над этим постом. Малышка Ripple. Мы не можем исключать идею и понимание того, что что-то может произойти во время события «Черный лебедь». Мне совершенно ясно, что банковский кризис, безусловно, только начинается и еще далеко не закончился. А теперь, Cowboy Crypto, пригласите участников чата ГПТ сюда и послушайте вот это. Вполне возможно, что Ripple XRP может быть использован в условиях чрезвычайной финансовой ситуации в стране для обеспечения ликвидности обанкротившейся банковской системы. Использование технологии блокчейн и цифровых валют уже изучалось в различных странах в качестве потенциального решения для управления финансовым кризисом. И акцент Ripple на трансграничных платежах и улучшении времени обработки платежей может сделать его ценным партнером в такой ситуации. Когда я читаю это, мы, конечно же, не знаем, правильно ли использовать чат ГТ или нет, верно? Очевидно, что это умозрительное упражнение на размышление,
но реальность такова, что именно для этого он и предназначен. Я имею в виду причина, по которой Дэвид Шварц сказал, что мы сосредоточились на платежах в первую очередь. Я имею в виду, будь то банк, будь то ипотека. Не имеет значения, что вы покупаете, верно? Вы сосредотачиваетесь на решении проблемы платежей в первую очередь. И это то, что они сделали. И я думаю, что мы будем наблюдать постоянное расширение по мере того, как мы это делаем. Вы увидите здесь всего через 2 минуты, когда мы будем говорить о работе с кошельком в XRP Ledger Labs. Всего один момент. Тем временем российские законодатели одобрили в первом чтении законопроекты, устанавливающие регулирование и выпуск CBD, дамы и господа. А вот и более макровзгляд на мир цифровых валют Центрального банка. Объем транзакций CBD превысит $210 миллиардов менее чем за 10 лет, говорится в исследовании. Теперь вам стоит задаться вопросом, может ли это число значительно вырасти в связи с каким-то масштабным событием, происходящим в банковском мире. А теперь послушай, вот этот мощный клип, который я хочу тебе показать, от Джереми Лейера, я думаю, он безналичный. Да, шоу здесь называется «Безналичный». А это от Криса Блэка, и я хочу поблагодарить Криса Блэка за то, что он поделился этим. Но посмотрите, как Райан Адамс чуть не наложил в штаны вместе с Джереми Лейером, предполагая, что Ask должна иметь возможность полностью обойти банковский сектор и сама стать CBD. Я уже давно говорю именно то, что я говорю уже долгое время. Доллар США вот-вот станет новым цифровым долларом США для Соединенных Штатов. И если это правда, то США не отстают, они на много световых лет впереди, прямо у нас на глазах. Попроси этих джентльменов о приятной беседе. Послушай вот это. Теперь я вижу что-то вроде видения конца света. Я почти задаюсь вопросом, не является ли это видение конца света для Circle и Ask чем-то вроде цифровой валюты Центрального банка-посредника. Хорошо, я знаю, что мы уже продвинулись на несколько шагов вперед. И может быть, я слишком забегаю вперед, но мне просто кажется, что у нас, как и у нас, не должно быть коммерческого банка, я назову это протокольным риском. Потому что у нас здесь есть криптография. Это должно быть просто 1 к 1 с банковским счетом. Это не должно нести никакого риска для банковской системы. Или буквально самой ответственности Центрального банка, не так ли? Можем ли мы просто сделать так, чтобы мой вопрос звучал так? Итак, я вижу, что вы видите, что многие люди, занимающиеся криптографией, видят это. Мы также видим полное отсутствие стратегии Центрального банка США в области цифровой валюты, хотя они постоянно пишут об этом официальные документы. Китай на много миль опережает США. Им нужна стратегия. Возможно, они еще не знают об этом. Ускорит ли эти события этот разговор? Может ли это действительно продвинуться вперед в этом направлении и действительно стать своего рода катализатором роста, который поможет нам быстрее достичь цели? Послушай, смотри прямо сюда. Крикни там Райану Адамсу, потому что я знаю, что уже бывал на этом пути. Вы, ребята, знаете, что я уже давно над этим ломаю голову. Я думаю, что это именно то, к чему мы стремимся. И если мы движемся именно к этому, то Microsoft Edge тоже может быть в курсе этого, потому что они разрабатывают криптокошелек. Это никуда не денется. Это просто будет жестко регулироваться. И многое из этого будет регулироваться таким образом, что многие люди будут очень расстроены тем, как это происходит. Стабильно прямо здесь узнаете, как легко стабильно покупать XRP Ledger в долларах США на кошельке CUM, кошельке номер 1 для самостоятельного хранения XRP Ledger. Заходи. Все происходит гораздо быстрее, чем многие люди успевают осознать, что это действительно так. И вот к чему я хочу перейти дальше, потому что я не хочу терять время. Я хочу поговорить об этом техническом аналитике, который объясняет, как, по их мнению, XRP показывает 3 разные точки слияния с графиками и инструментами о том, как он может достичь $130 к сентябрю этого года. Это просто замечательно. Давай взглянем на это очень быстро прямо сейчас и поблагодарим Бабу Гануша за то, что он поделился этим. Я хочу, чтобы ты послушал, что он говорит здесь и снова. Очевидно, что он размышляет, смотрит на графики, пытается прочитать чайные листья, смотрит на инструменты построения графиков, находит эти различные области слияния. Я нахожу эти 2 видео довольно примечательными в том смысле, в каком они разбиты на части. И опять же, это не значит, что так и будет, но инструменты построения графиков подобраны таким образом, чтобы предполагать наличие опережающих индикаторов. Так что, по крайней мере, на это стоит обратить внимание, не так ли? Так что давай наслаждаться этим. Зацени это. Хорошо, сейчас я покажу тебе, как я пришел к выводу, что, на мой взгляд, в этом году мы увидим довольно значительный скачок в развитии XRP. Хорошо? И вообще-то к сентябрю. Вот что я имею в виду. Хорошо, мы работали над тем, чтобы это был большой проект, 2 сверху, где у нас будет 1, 2, 3, 4, 5 баллов.
С некоторой поправкой здесь мы окажемся чуть ниже предыдущих 4 баллов. К тому же, если вы видели предыдущее видео, которое я прикрепил, оно также относится к 618 эпизоду всего этого движения. И это вступает в игру с тем, о чем я говорю дальше, не так ли? И если ты видел мои предыдущие видео, я действительно верю, что в конце концов мы дойдем до $10 с нуля, а может быть даже и дальше. Но сейчас я хочу поговорить об этом 1 на 1 и о том, когда мы могли бы достичь уровня 1 к 1 в $130. Все в порядке. Если мы измерим время, затраченное на одну волну, переместим его на нижнюю часть 2 волн. Так что таким образом мы получим прогнозы того, когда потенциально сможем увидеть эти более крупные цели. Если дело дойдет до 1618 года, то мы смотрим на 2025 год потенциально с нулевыми $10, но это 1 к 1. Хорошо, что касается времени, то в этом году 11 сентября. Хорошо. Итак, есть пара вещей, которые в частности связаны с этой датой, на которую я хотел бы обратить внимание. Хорошо. Во-первых, это ошибка во времени. Хорошо. Еще один распространенный инструмент, который мы используем, это вилла, не так ли? И если вы знаете статистику по виллам, то это средняя линия, эта красная линия помечается в 80% случаев. Хорошо? Значит, мы еще не пометили его пометкой. И так уж получилось, что эта срединная линия пересекается прямо через это 1 к 1 с точки зрения времени и 1 к 1 с точки зрения цены прямо в эту дату 1 сентября. Или 11 сентября, извините меня. А вот еще один инструмент, который используют илиотианцы, это построение канала. А это значит попытаться спрогнозировать и определить, является ли третье движение, в котором мы находимся, восходящей волной S или трехволновой. А как мы определяем, что вы переходите к нулевой волне, то есть к началу движения, верно? Итак, в данном случае, вот здесь вы рисуете свой канал в нижней части вашей двухволновой волны, а затем перетаскиваете этот канал вверх к вершине одной волны, правильно? Теперь у нас есть отличный большой канал. В верхней части этого канала вы обычно получаете сопротивление на волне S в соотношении 1 к 1. Так что если бы у вас был ход здесь, а затем волна AB, а затем волна C здесь, чтобы 1 к 1, тогда вы обычно попали бы в этот 1 к 1 вблизи или в верхней части этого канала. Мы посмотрим, где этот канал проходит точно в тот же период времени, что и 11 сентября. Так что потенциально может произойти что-то такое, что вызовет у нас большой всплеск, и у нас появится абсолютный магнит. Давай посмотрим, разве не это ты должен был делать? Ты должен был прикрепить магнит к экрану. Должен тебе сказать, что это довольно захватывающе, видеть всех этих троих разными. И позволь мне просто немного отступить назад, чтобы привести картинку в порядок. Чтобы увидеть разные соотношения времени прямо здесь, где ты получаешь это изображение, не так ли? А затем у тебя здесь соотношение 1 к 1, не так ли? А затем красная линия, о прохождении которой он говорил, проходит вот здесь, а затем линия канала, которая создана вот здесь. Все эти вещи снова выстраиваются прямо там, как индикаторы. Они не являются абсолютными величинами. Для меня это то, на что стоит обратить внимание. Я смотрю на это так: вау, на это будет забавно смотреть. И доберемся ли мы до цели? А если нет, то доберемся ли мы до середины пути? Неужели у нас нет никакого пути туда? Не так ли? На это будет забавно смотреть. Но я говорю тебе, что в конце этого видео он действительно предполагает, что, знаете ли, как я уже говорил, могут потребоваться какие-то реальные фундаментальные новости, такие как положительное решение по делу SEC против Ripple. В любом случае, я буду наблюдать за этим все время, вплоть до сентября. И что еще более важно, я буду очень внимательно следить за делом SEC против Ripple. И если этот судья вынесет решение, возможно, в течение нескольких дней, к концу этого месяца, если Джеймс Уилсон правильно сделал свой прогноз. Это не финансовый совет ни для меня, ни для кого-либо другого. Это всего лишь мой взгляд на цифровые технологии. Увидимся в следующем выпуске.